Вот алкоголики, вы алкоголики. Нехорошо. Прикольный водоем. Вот это спрятались в лесу. Как интересно. И рыбаки сидят. Друзья, доброе утро! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, непременно следите за обновлениями. Сегодня я приехала на один платник. Поехала по кругу по этому платнику выбирать себе местечко. И тут оказалось, что мне не рекомендовано садиться туда, куда я хочу сесть. Потому что якобы на стороже будут ругаться. Что-то я не понимаю, друзья, что у вас происходит? Почему я не могу сесть там, где я хочу? Если я хочу там сесть. Ну, не хочу я, допустим, сидеть там, где мне указали. Хочу сидеть там, где я хочу. В чем проблема? Не понимаю. Доброе утро! Привет. Как ловится? Пока не беру. Не берет. Ну. Вот так, друзья, сегодня у меня начинается рыболовный день. В очередной раз я хочу половить на платнике. Но я слишком стала сильно себя любить, чтобы позволить себе тратить деньги за то, что меня не устраивает. И я надеюсь, что вы будете делать правильный выбор и не отдавать деньги там, где вас что-то не устраивает. Потому что себя и свои денежки надо ценить. Пахоменко Павел Александрович. Что ж вы, Павел Александрович, запрещаете места себе свободно выбирать, а? Нехорошо. Тоже на стенде написано, что рыбалка спортивная, 12 рублей. Но, как оказалось, за 20 рублей улов можно забирать. Опа, друзья. Сейчас наш пасек поедет. Блин, надеюсь, не застрянем. Ну, что я могу вам сказать? Такое вот интересное местечко. Так, что тут у нас? Мы смотрим. Обосрач, естественно. Мы стоим сейчас прямо на самом повороте реки. Ой, друзья, свалка на свалке. Ай-яй-яй, Коко Джамбо. Как вам местечко? В таком бы вы остались? Да, местечко, конечно, прикольное. Тычечка вот у кого-то стояла здесь. Река интересная. Заброс можно делать. Друзья, смотрите, что я нашла. То чувство, когда снова поехал на рыбалку, а видишь грибы. Что эти грибы? Ого, как прикольно. Первый раз такое вижу. Первый раз такое вижу, друзья. Доброе утро, друзья. Смотрите, какая сказка. Смотрите, какое сказочное место я нашла. Деревья уже начинают желтеть. Люди были какие-то. И вот такое вот интересное рыболовное у нас здесь место раскинулось. Прогончик. Сейчас посмотрю, что здесь рядышком. Оп. Оп. Красота, да?
Доброе утро, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юлия. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно следите за обновлениями. Сегодня я приехала на рыбалку на реку Свислочь. Я долго выбирала точку на карте, долго выбирала реку, на которую поехать. Хотела поехать на Неман, хотела уже поехать там, где была, но приняла решение открывать для себя новые места. В основном по видеоотчетам люди ловят здесь густеру. Иногда попадается лещик какой-то. Может влететь что-то такое побольше. С 1 сентября, друзья. Ах, как я рада, что я не хожу в школу. Вы не представляете. Я очень рада, что я не хожу в школу. И сочувствую всем детям, если кто-то смотрит мой канал. Если вы не любите школу, то я вас, как понимаю, друзья. Проверять и искать место я буду при помощи вот такого беспроводного эхолота Lucky Laker Fish Finder, который зимой себя очень странным образом ведет. Ну, пока летом, честно могу вам сказать, он оказывает огромную помощь при выборе мест ловли. Особенно на реках, это вообще просто the best. Пускай он не показывает рыбу, мне главное, чтобы эхолот показывал глубину. Потому что ориентироваться надо не на то, где рыба стоит, а на места, где она может питаться, выходить. Так, вот где-то может стоять. Ну что? 1,3, 1,2, 1,1. Если ближе. 1,2, 0,9. Буду замешивать РС, крупный лещ, спот. Также у меня будет лещ спорт черный. Немного посыпем специями. Специи специальные. Так. Набрать, чтобы кормку замешать. Видите, как раз тот случай, когда не очень удобные подходы к воде. И вот такое вот ведерко очень даже может пригодиться. Друзья, я не знаю, что здесь может быть за рыба на том месте, которое я выбрала. Это прогон. Вот, ну как есть, так есть. Может, если будет какой-нибудь голавлик, густерка будет очень хорошо. Оп, сейчас замешаем прикормочку. У меня есть червяк, есть опарыш, есть мотыль. Значит, в прикормку я тоже по необходимости буду добавлять нарезного червя, если это потребуется. Лиманник у меня есть. Вот такой вот уже утопленный опарыш дождем. Он умер. Вот, все по стандарту. Кукуруза будет, есть каша сегодня гороховая, пшеная. Мусор сразу все в пакет, вон чей-то мусор тоже валяется. Нужно убрать вон то тоже, потому что, во-первых, неприятно, во-вторых, ничего страшного, если затем соберешь мусор в месте, в котором ты рыбачишь. Вот так вот меня Свислочь любит. Смотрела видео. Многие здесь ловят на кукурузу. Но тот, кто ловил здесь леща, точнее не здесь, а в другом месте, очень интересном, который я узнала, он так и не показал, на что он его ловил. Большая глубина здесь на прогоне под противоположным берегом. Одна точка там есть,
интересная, которую показала Холод. И вот здесь вот, если бросаешь под этот куст, скидывает где-то вот под этот куст, тут в яму, она упирается в бровку. Я думаю, это самое лучшее место. Но я могу вам сказать, что я не знаю даже, с какого места мне лучше начать. С того, которое справа, или с того, которое слева. Прыгнула сейчас на месте. Я вытряхнула кормушку на месте ловли. И кормлю дальше. Это река, поэтому комары меня задолбали, и я включаю термоцел, который должен меня спасти от комаров. Все. Сделала себе такую привычку. После каждой рыбалки я обязательно откусываю поводок и ни в коем случае не оставляю крючок с прошлых рыбалок, потому что они тупятся, поводки портятся. Начинать буду с 16-го крючка, чтобы понять, какая рыба здесь есть. Такими крючками можно не ловить. Такими крючками можно просто хотя бы проверить, что здесь есть. Поводок я делаю всегда, начиная где-то с 60, может, сантиметров. Где-то так. Можно больше. Кто как хочет. Кто-то считает, что лучше на реке не делать старшего закорма. Вот. А я считаю, что в любом месте, где бы ты ни ловил, чтобы поймать хорошую рыбу, необходимо ее приводить. И пусть это даже река, и пусть корм сносится. Неважно. Начинаю с одного опарыша. Может быть, я не права. Может быть, стоило просто с пары мотылей начать. И с пары мотылей. Вот так. Начнем. Давайте на всякий случай поставим побольше кисточку. А вдруг здесь есть рыбка побольше? Смотрите, какая жесть. Кинескоп от телевизора плывет. Ну это пипец. Как она сюда попала? Первая рыба сегодня. Господи, мать моя женщина. Короче, друзья, поклевки не видела. Естественно, сейчас сделаю поводок короче. Но радуюсь, что это хоть подлещик. Она похожа на рыбу. Да, есть рыба такая. Опа. Опа. Друзья, есть рыба, но, блин, смотрите, как неудобно. Видите? Тряска. Вот. Я рискую при вываживании не только ее потерять, но и сама ее вершить. Рыба есть какая-то. Это у нас там за рыба. И эта рыба называется густерка. Опа, вот такую маленькую буду отпускать. Какая хорошая упитанная густерка, смотрите. Отличненько. На голову мотылечка. Комаров очень много, термоцел очень спасает. Закончилась пластинка. Как только закончилась пластинка, сразу через несколько минут уже стали эти гады налетать и загрызать.
Опять поставила пластинку, хоп, все нормально. Опять комаров нет. Смотрите, какая здесь вот фигня течет по реке. Видите? Через каждую минуту вот уже все, получается, вся плетня вот этой травой забита. Ого, друзья, смотрите, кто пришел. Смотрите, кто пришел. Смотрите, кто пришел. Неожиданно. Неожиданно очень. Очень неожиданно для меня. Попадаем прямо на русло. Поэтому очень быстро сносит даже 120-граммовые кормушки. Ловить совсем некомфортно. Не знаю, что там за рыбка идет. Сейчас посмотрим. Ой. Хорошая, смотрите, какая упитанная густерка. Надо просто ставить побольше наживку. Меньше ставишь наживку, меньше рыбку. Больше наживку, больше рыбку. Логично все. А господи, ты что такая толстогубая, мать? О, есть хорошее что-то. Такая поклевка была, отстрел. Блин, может, не кажется. Я надеюсь, конечно, что не кажется. Что что-нибудь будет зачетненькое. Может быть, какой-нибудь подлещичек. Кто там? Давайте посмотрим. Поводок длинный. Подлещ. Лещик. Это уже, друзья, не подлещик. Это уже лещик. Это уже, друзья, маленький лещик. Смотрите, какой зачетный лещик. Взял на 4 опарыша с мотылем. Опа, хорошо. Надо просто ждать подольше, а не чистить. Максимально долго ждать, чтобы он взял. Там все равно насадка большая. Большая рыба дольше присматривается к наживке, которую вы ей предлагаете. Подошел, значит, можно его ловить, и он должен подходить периодически здесь. Смотрите, какая хорошая густерка периодически попадается между подлещиком. Чистенькая. Еще сюда добавлю 2 опарыша, вот так освежу. И мотыля. Раз. Поклевочка опять произошла. Сразу после заброса что-то. Ой, ну я надеюсь, это подлещик. Отлично. Это подлещик. Подлещик это хорошо.
за нижнюю губочку. Поклевка была как у густеры. И я думаю, что, учитывая то, какие толстые губы уже сейчас придется. Сейчас я перезаброшусь и буду перевязывать крючок, потому что, смотрите, это ж нереально. Какие толстогубики у меня. Оп. Оп. А. Красавчик. Красавчик. Тяжело с сидячего положения так со стульчика забрасывать такие тяжелые кормушки. Кормушку сегодня ловлю 120-граммовую. И ту она плохо держится, друзья. Не знаю, густерка или подлещик. Конечно, я рассчитываю всегда на рыбку какую-нибудь полепше. Но не она на меня. Здравствуй, густерка. Рыбка опять здесь какая. Вот так. Друзья, какая вкуснятина получится. Друзья мои, первый раз за все время решила выбраться на рыбалку не в будний день, а просто на выходной. На буквально несколько часов, на полдня. Приехали на реку Свислочь, посидели, половили рыбку, выехали потом с места, где ловили на реке, сели на вот эту вот открытую полянку и теперь будем кушать. В принципе, сегодня день просто отличный. Погода просто замечательная. Было просто прекрасно. Мне очень понравилась река Свислочь. Мне не понравилась река Свислочь, друзья. Почему? Потому что я чувствую, что это не моя река. Моя река — это река Днепр, Неман. Река Свислочь, она какая-то для меня, не знаю, какая-то темная. Знаете, вот есть такой светлый лес, допустим, в Раковскую сторону, да. Кто в Беларуси поймет, проживает, он меня поймет. А есть Логойский лес. Рыба проявляет активность на реке. На старике активность рыба не проявляет. На мах у меня ничего не клюет. Не затем сюда приехали. Рыбу половили на реке, сюда приехали похавать. Скоро будем собираться домой. Отличная рыбалка сегодня получилась. Обязательно присоединяйтесь к моему ужину. Поздравляю вас, друзья, с началом осени. Любая пора года. Это замечательно. Майонез, уксус, лимонный сок и приправа. Просто получилось шикарно. Шикарная курочка. Обожаю курицу в уксусе. А у меня появилась вот такая вот сумочка Сальма Фидер Концепт. Она водонепроницаемая, с ручкой вот такой вот удобной для переноски. Теперь крючочки мои лежат вот здесь. Сюда я разместила свои там лески-плетенки, всякие причиндалы для карповой ловли. Здесь моя поводочная леска, леска для шок-лидера. И вот здесь вот размещены мои всякие инструменты. Неудобно хранится. Оп. И пошла на работу. Так уж получилось, что на рыбалку сегодня было отложено совсем мало времени. Наверное, где-то я пробачила всего лишь, может, часа полтора-два на фидер. Вот. И из этого у меня кое-что получилось. Что получилось, я вам сейчас покажу.
густеры, блин, вообще можно просто здесь, просто ее пруди этой густеры. Я ее выпускаю здесь в старик. Если бы было немножко время посидеть и выждать, я думаю, что я бы дождалась бы леща. Возможно, в скором времени я приеду сюда снова, чтобы дождаться своего леща на Свислоче, потому что я не привыкла ниоткуда уезжать без леща. Поэтому, может быть, вернуться за твоим батей, бабушкой или дедушкой, как ты думаешь, чувачок? Спасибо большое. А вы с ночевкой, да, наверное? Не, мы просто приехали вечер скоротать, посидим на природу, собака побегала. Спасибо вам. Удачи. Так, друзья, завершается мой день. Спасибо, что смотрите мой канал. Обязательно на него подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи, друзья. Пока!